Так, всем привет на моем канале. Сегодня будет видео с небольшим обзором и распаковкой вот такого вот мини ПК или неттопа Intel NUC. Мини-кит. Так вот выглядит упаковка. Кому интересно, со всех сторон. Такие характеристики. Внутри у нас сама коробка, ничего там нет. Внутри у нас идет макулатурка, сам компьютер, блок точнее, крепежная пластина на монитор, дальше блок питания и винты крепления. В коробке больше ничего нет. Так, коробку можно убрать. Так, блок питания у нас почти как для ноутбука. Такой вот штекер и вилка, как ноутбучная. Да, еще в комплекте не идет кабеля питания. То есть нам отдельно еще нужно докупить вот такой вот кабель питания, как для ноутбука. Иначе мы данный девайс просто не включим. Так, блок питания мы пока отложим. По проводу я сказал. Дальше рассмотрим сам ПК. Так вот он запакован. Вот такой вот красивый корпус, в принципе. Задняя панелька, 2 HDMI, LAN-порт, 2 USB 3.0, питание, слот для SD-карты и на лицевой панели индикатор работы жесткого диска и 2 USB-порта, ну и кнопка включения. На тыльной стороне у нас информация по данному устройству. Так вот я приближу, кому интересно. Так, в принципе, как бы устройство идет, но оно не полностью укомплектовано, а именно у нас нету внутри памяти и накопителя. Так вот все выглядит. Для полной укомплектации компьютера нам нужна оперативная память, стандартно DDR4, как для ноутбука, с AUDIM. В общем, такая вот память на 2400 МГц и выше, на 4 гигабайта. Да, данный девайс поддерживает максимум 8 гигабайт, то есть можно установить 2 по 4. И также будем устанавливать SSD. SSD на 128 гигабайт, 2,5 дюйма, SATA интерфейс, M2 здесь нету. Так, посмотрим, что у нас внутри. Так, в принципе, верхнюю крышку можно не открывать. Но раз уже делаем мини-обзор, давайте посмотрим, что под крышкой, под верхней крышкой точнее. Просто крышка, ничего нет, корпус. В принципе, для установки нам нужно снять нижнюю крышку, верхнюю можем не трогать. Сверху у нас есть крепежные винты, к ним, по-моему, крепится сама материнская плата с охлаждением. Ну, собственно, вот это
у нас идет кулер. Так, дальше его не буду разбирать. Отверстие, вентиляционное отверстие. Выдув с вентилятора, там, судя по всему, стоит центробежный вентилятор. Так вот выглядит. Здесь под кожухом спрятан вентилятор. Так, крышку закрываем. Я пока здесь ничего не буду дальше разбирать. Нет времени. Перейдем к самому главному. Это установки SSD и памяти. Так, чтобы разобрать, нам нужно открутить нижние 4 винта. В принципе, можно просто отверточкой послабить. А дальше можно просто вручную так выкрутить. Полностью выкручивать не нужно. Они удлиненные и как бы держатся в самой крышке. То есть их извлекать не нужно полностью. Так. Все, винты выкрутили. Так вот они выкручиваются. Больше они не выходят. Да и нет смысла. Они там зафиксированы на задней крышке. Дальше подтягиваем крышку вверх. И у нас открывается корпус. Так, для удобства отсоединяем SATA кабель. Вот он где находится. Так, SATA кабель отсоединили. И шлейф отсоединили. Все. Карман для установки накопителя у нас отсоединен. Так вот выглядит устройство изнутри. Кому интересно, может посмотреть, я увеличу. Ничего необычного. Так, Wi-Fi модуль, видимо, стоит. Антенна уходит туда. 2 слота под оперативку. Размер судим. В общем, все самое интересное, в принципе, находится с той стороны. Но я полностью разбирать не буду. Кстати, вот заглушка резиновая. Она просто заглушка здесь. Вот эти отверстия спереди. Раз и два. Это просто отверстия. Там ничего нет, ничего не нажмешь. Так. Я еще приложу фото, кому будет интересно. Приступим к установке накопителя и оперативной памяти. Так, с оперативной памятью у нас все просто. Берем модуль памяти.
Сейчас достану. Берем модуль памяти и устанавливаем, как в ноутбуке. Так вот, под углом и вниз. Все. Память у нас установлена. Теперь берем SSD. Для кого сделали эту линию отрезания, непонятно. Так. SSD я немного распотрошил. А что ж такое? Все. Так вот выглядит SSD. Ну, стандартный 2,5 дюйма SATA интерфейс. Так, сам корпус нам пока не нужен. Ну, сам не нужен. Берем, так сказать, карман. И, ну, в общем, снимаем карман. Для этого нам нужно открутить вот эти 4 винта. Откручиваем 4 винта. Так, видим, как выглядит карман. Дальше у нас все просто. Вставляем накопитель и защелкиваем. Так, в принципе, это SSD, и он никуда не должен двигаться. Но желательно накопитель все же прихватить хотя бы одним винтом. Ну, на всякий случай. Винт обычный, с мелкой резьбой, как для этих вот так вот. Все. Накопитель прикручен, и он уже никуда не денется. Так, собираем все обратно. В принципе, здесь удобно. Смотрите, ножки не вытянутся, здесь фиксаторы. Для установки кармана ставим просто в упор металлических пластинок. Так вот, опа. То есть не так. Вот так вот. Ой, что же не так? Туплю. Во. Вот этим прорезом нужно попасть на вот эту лапку. То есть вот так вот, опа, все. У нас накопитель полностью попал на свое посадочное место. Дальше берем винты. И прикручиваем назад.
по фэншую, конечно, прикручивать по диагонали, но тут это не имеет значения. Поэтому прикручиваем по порядку. Или не по порядку. Это уже кому как удобнее. Так. Так, все. Все у нас собрано. Теперь берем, подключаем все назад. Так, как у нас было. Вот так вот было. Так, подключаем шлейф питания. Так. Шлейф питания. И SATA шлейф. Все, подключили. И дальше просто придавливаем крышку и закручиваем ножки. В принципе, можно даже от руки закрутить, но для большей надежности лучше все-таки подтянуть отверточкой. Так оно плотнее сядет и будет лучше работать. Ну, то есть работать будет одинаково, просто будет лучше, аккуратней собрано. Так вот, таким образом у нас мини-компьютер или неттоп полностью собран. Так вот, Intel продает готовый компьютер, который не полностью укомплектован. Без оперативной памяти, без накопителя и даже без провода питания. Круто. Так. Кстати, я протупил. В комплекте здесь идут винты для прикручивания SSD. Так, два быстро... это я понял для чего. Вот эти для винты сюда, чтобы можно было навесить. А вот эти 4 прикручивать к этому, к везокреплению монитора сзади. 4. Как раз так вот они идут. А вот эти 2 маленьких с мелкой резьбой, это для прикручивания SSD накопителя внутри. Ладно, я еще раз разберу. Не на видео, но прикручу как положено. Так, такая вот комплектация. Бедновато, в принципе, за вот такую вот сумму вот этого устройства выведу сюда и отдельно выведу куда-то сюда цены на кабель, SSD и оперативку. Так, в принципе, все собрано, можно пробовать включать. Блок питания мы включаем в розетку. На блоке питания нет никаких индикаторов о том, что он работает. Так, монитор у нас работает. Подключать я буду через HDMI переходник. Мне просто лень кабель отключать. Так, в первый слот вставляем HDMI кабель. Так, все, кабель вставлен. Так, теперь включаем питание.
Смотрим на монитор. Сигнал есть. Дальше мы включаем. Все, устройство включено, запустилось. Оу. Press any key. Окей. Чтобы сделать Press any key, нужно подключить клавиатуру, а я это не сделал. Сейчас подключу и вернусь. Так, клавиатуру я подключил. Видимо, экран не очень хорошо будет снимать. Попробуем так. Так, нажал Enter. Что у нас происходит? Вот так вот. Все очевидно. У нас нет загрузочного сектора. Вот так вот. Такая вот индикация на самом устройстве. Ну и дальше нам нужно просто накатить винду или Linux, что смотря кто что будет использовать. Так, а если ребутнуть простым нажатием Ctrl-Alt-Del, в общем, так вот все выглядит. У меня возникли небольшие затруднения, поэтому я не успеваю накатить винду на SSD и поюзать Intel NUC. На флешке надо тоже перезаписывать винду, тут ошибка. Так, вместо этого хотя бы зайдем в BIOS, посмотрим, что там. Для входа в BIOS жмем F2. Так, ну, и вот так вот у нас выглядит BIOS. Как видим, процессор. Так вот, так, наверное, лучше будет, да. Тут полная информация по процессору. Дата, время, память. Что у нас еще? Режим SATA, только один. Накопитель наш. И кулер. График работы кулера. Температура, напряжение. Так, тут можно немного поиграться, повыставлять пределы. Способ работы, в общем, режим работы кулера. Security, ну, вряд ли это кому-то понадобится, но если вдруг. Так, тут у нас, в принципе, тоже загрузка. Можно грузиться из сети, из USB накопителя.
поддержка UEFI boot, Windows, Linux. В общем, можно... В общем, можно почти все, что нужно, настроить. В общем, так вот выглядит BIOS. Так вот выглядит общая информация. На второй панельке вся информация об устройстве. В общем, такой вот небольшой обзор на Intel NUC. Кстати, такая вот доска здесь. Ну, в принципе, больше пока по этому устройству я вам ничего не могу показать. Хотел сделать небольшие тесты в винде, но у меня не нашлось готового образа на SSD. M2 здесь нет, я бы свой M2 подкинул. Так, и мне уже пора данное устройство передавать дальше. Так сказать, отдавать владельцу. На этом небольшой обзор Intel NUC как бы закончен. Вот так вот выглядит во время работы. Накопитель не моргает. Можно, в принципе, сейчас ребутнуть. Вот. Проморгнул и все. В общем, у нас на устройстве ничего нет. Поэтому вот так вот заканчивается небольшой обзор без тестов в операционке. Ну, что есть, как есть. Буду всем рад на моем канале. Всем спасибо за просмотры. Буду рад и благодарен за лайки, подписки, комментарии к моим видео. И не забывайте про мой канал. Всем спасибо, всем до свидания и до скорых встреч на моем канале. Всем пока.